Привет, друзья! В предыдущих сериях 4-го сезона мы побывали на острове третьей очереди строительства ЧС, где исследовали 5-й энергоблок и другие места острова, насладились атмосферным туманом на локации ПМК, которая открылась нам с новой стороны, и посетили село Новошипеличи, где пытались найти легендарную сосну смерти. После отправились на завод Юпитер и спустились в самое жуткое место Чернобыльской зоны. А в этой серии мы отправляемся в самое сердце зоны, чтобы исследовать наиболее опасные локации, где были единицы сталкеров. Ребят, сидим мы в 200 метрах от первой локации, и эти места, скажем так, посещали единицы сталкеров, и на ютубе я не видел, я искал эту локацию, искал другую локацию, которую мы сейчас планируем посетить, не нашел, их просто нету. Если, вот я знаю, есть много любителей игры, не все, конечно, играли в сталкер, но вот кто играл и кто читал книги, чтобы вы понимали, то есть мы сейчас пробрались в самое, как говорится, сердце зоны и туда, куда доходит далеко не каждый сталкер. Единственное, сразу скажу, что локации я буду показывать с определенного ракурса, чтобы в кадр не попадала ЧС, потому что это стратегический объект, и, как говорится, от греха подальше показывать не буду, только с определенных ракурсов. А пока мы сидим на низком старте, чтобы исследовать локации, которых еще нет на ютубе, я хочу подкинуть вам крутую идею подарка, который будет полезен всем и подойдет на любой повод. Я говорю о наушниках CG-Pods от тюменской компании Case Guru, которые вошли уже в топ-5 наушников в России. И это не удивительно, ведь их можно купить в 4 раза дешевле понтовых Apple AirPods, а количество функций при этом в разы больше, чем у яблок. Главное – это влагозащита. CG-Pods можно мыть под краном, принимать душ и даже плавать. Важно, что звук у CG-Pods при этом ни разу не хуже яблочных. От одной подзарядки они проработают 20 часов. Но, конечно, самых высоких оценок заслуживает их внешний вид. У модели Lite самый маленький в мире антистресс-кейс с магическим щелчком крышки. Он похож на коробочку от кольца. Девушки будут в восторге. У брутальных CG-Pods 5.0 кейс выполнен из авиационного алюминия и выдерживает до 220 кг. Отлично подойдет тем, кто любит надежность и активное использование. Также модель 5.0 имеет сенсорные кнопки управления, а Lite оснащены механическими кнопками прямо с наушников. Доступно 11 команд. А благодаря конструкции они отлично сидят в ушах. Купить их можно только онлайн. 3990, честная и прямая цена, без конских наценок сетевых гигантов. Производитель дает год гарантии, а если что, обмен на новые без ремонта. На мой взгляд, это отличный подарок в любой ситуации. Переходите по ссылке в описании в официальный магазин производителя. Там вас ждет подарок от меня, скидка 200 рублей по промокоду STALKER. Действует на любые модели наушников CG-Pods. Доставка осуществляется не только по России, но и в Украину и в Беларусь. Первая локация, которую мы посмотрим, это бетонно-смесительный узел для любителей игры Stalker. Это локация из игры Stalker Зов Припяти. Она находится на локации Янов в уголке. А для остальных, кто не играл, построен бетонно-смесительный узел был в 1974 году и участвовал в строительстве ЧС. Также у вас, наверное, уже возник вопрос, а почему сюда доходят единицы сталкеров? Причины две. Во-первых, это дичайшее палево. Во-вторых, здесь накидывает. Вот мы шли, где-то было в среднем 200-300 микрорентген в час. Вот здесь мы сидим, здесь 100 микрорентген в час. А сколько будет уже на самой локации, посмотрим. С одной стороны, понятно, почему сюда сталкеры не ходят. 700 микрорентген. А с другой стороны, как бы тот же подвал медсанчасти и другие
места никогда никого не останавливали в этом плане. А вот то, что нас услышали собаки, это хреново. Помещение чуть меньше. Ребят, я надеюсь, все понимают, почему я показываю эту локацию так бегло, мельком. Ох, ё-моё. 3500. Все, валим. Эта техника точно принимала участие в ликвидации. Капец, как же собаки все-таки слышат малейшие шаги, шорохи. Жесть. Тут мы отошли, сразу замолкли. Следующая локация — это бетонный завод. Находится она недалеко. Там, собственно, делали бетон, из которого строили ЧС. Ребята, извиняюсь, немножко перепутал. Вот локация из игры. Сейчас мы к ней подойдем. На подходе уже 400 накидывает микрорентген в час. Вот сейчас все фанаты Сталкера обязаны, вот я не преувеличиваю, обязаны просто проставить лайк и написать, узнали или не узнали локацию. Ну а для всех остальных, потому что я знаю, что очень много людей смотрит, кто не играл в Сталкера, не знает эту вселенную, кому просто интересна Чернобыльская зона, это бетонный завод, повторюсь. Построен он был до аварии в 1974 году и делал бетон для строительства Чернобыльской АЭС, но я думаю и не только. А вот так выглядит эта локация в игре. Как видите, несмотря на то, что игре уже очень много лет, локация была перенесена чуть ли не со 100% точностью. Надеюсь, в Stalker 2 эта локация также сохранится. Что по радиации? Здесь немножко меньше, чем на предыдущей локации. Точнее, не немножко, а немножко меньше. Попробую зайти в здание. Да, тут, конечно, заросло все, жесть. Наверное, здесь замешивался бетон.
Я в строительстве так себе. Радиация. Внутри 140. Какой-то подвал. Сейчас посмотрим. Затоплено. Но ниже, я так понимаю, здесь нет уже никакого этажа. Это просто, скажем так, техническое помещение. Вот это, ребята, завод железобетонных изделий. Здесь делали плиты для строительства. Ребят, вот зашли мы на заводик. Возле него насыпало в районе 1000, а внутри 400. Все, быстренько его проходим.
Снимаем, смотрим и валим отсюда. Сейчас вообще упала, смотрите. Сейчас. Вот видно, да? 260. Там какие-то дома слева еще. Или мне кажется. Фу. Да, вот это вот, как говорит бобер, я с ним согласен. Вот это вот уже поинтереснее. Это не прогулка по каким-то баянным местам по Припяти. Фу. Да, бобер говорит, что вот следов человеческих нет вообще, а вот собаки гуляют здесь. Есть следы. Сейчас заглянем еще вот в то здание и будем покидать территорию, потому что вот мы только вышли отсюда, на улице уже 800 накидывает. Ребят, смотрите, я сразу не увидел. Вон еще, смотрите, раз, два, три здания. То есть это огромный завод был, здесь много цехов. Но я думаю, вы меня поймете, если я скажу, что я не буду заглядывать в каждое здание. Потому что полчаса, ладно, еще прогуляться под таким фоном, это еще не страшно. А полдня здесь лазить я не хочу. Это похожий цех. Смотрите. Заходить я смысла не вижу туда. Там просто вон вижу пустые столы стоят и все. Это похожий цех. Вот, только, возможно, под другой тип изделий. Здесь сохранилась вот эта стойка получше. Давайте посмотрим. Оп. Перечень производственно-технологических операций. Так, угу. Ну, я приближу. Вы стоп-кадр, если что, себе сделаете. Если кому интересно прочитать. Чтобы я это сейчас сам вслух все не читал, это долго будет. Вот. Вот бетонные, да, части многоэтажек, я так понимаю, вот делали. Вон то слева рабочее здание.
Присядь на чуть так на жопу. Фу. Друзья, предлагаю немного отвлечься от нашей беготни и посмотреть, что я нашел. С помощью функции панорама на карте я могу вам показать локации, в которых мы только что были, немножко с другого ракурса. Смотрите, вот первая локация, а вот отсюда гавкали собаки. И вот насколько близко находится станция. Идем ко второй локации. Вот и цементный завод. Вот он. Вот мы здесь перебегали дорогу только что. И вот завод железобетонных изделий. А вот второе место, где мы перебегали дорогу и побежали вот сюда. Вот, теперь вы немного лучше ориентируетесь на местности и понимаете, куда мы, скажем так, пошли гулять. Двигаем к локации, которую я тебе показывал. Встречаемся там. Где она, по-моему, обитаема. Посмотрим аккуратно. Мы двигаемся туда, скоро будем большую дорогу переходить. Маленькую уже перешли. Как перешли? Вот так вот мы перешли маленькую и пошли наискосок как раз по направлению локации. В вашу сторону понемногу. Принято. Сделай точку рандеву железка. Быстрее найдемся. Не, железка там осталась. Ага, хорошо. Тогда высматривай его. В этом походе мы учились правильно работать с рациями, отрабатывая сценарий, что в зоне сильно усилили охрану, либо она начала работать как надо. Один из сценариев, когда один человек уходит вперед на разведку и если все чисто, подтягивает остальных. В данной ситуации мы немного потеряли бобра, но с помощью раций договорились о точке встречи на локации. Вместо позывных мы использовали просто цифры 1, 2, 3 и старались не озвучивать название локаций на тот случай, если рации прослушивают, чтобы охрана не узнала, где мы и куда двигаемся. Понятно, что по факту это излишняя осторожность и рации, скорее всего, никто не прослушивал, но почему бы не провести тренировку в таком подходящем месте, как зона, вдруг когда пригодится. Приближаемся к следующей редкой локации. Я понятия не имею, что это такое на карте. Ни на одной никакой информации нет. Попробуем догадаться сами. Тут есть несколько полос железной дороги. Может, это станция какая-то? Фу, хотя нет, на станцию не похоже. Склады, может, какие-то, куда выгружали какие-то товары, предметы. Фу. Сейчас. Какой-то запах такой химозный здесь присутствует, непонятный. Склад номер 1. Ядохимикаты. Ага. Все понятно. Замок висит. Радиация 140 микрорентген в час. Внутри я заглянул. Какие-то коробки. Или ящики. Заварено.
Но судя по состоянию этой локации, она не действующая. Да, тут тоже не открыть, оно изнутри заварено. Фу. Но запах какой-то химозный присутствует, так что ладно, пойдем отсюда. Там вон еще какое-то здание есть. Пусто. Ну, короче, судя по всему, это склад химикатов, которые сюда подвозили грузовыми поездами. И еще одна небольшая находка в лесу перед окончанием этой серии. Просто разрушенный ангар, но какие-то бочки подозрительные есть. Вот там что-то разлито. Так, пора доставать дозиметр. 87 микрорентген. Чуть-чуть превышает, в целом нормально. Тоже запах какой-то химозный. Так, не буду я дальше идти, не хочу я наступать в эту гадость. Вот вам зум. Как говорится, наслаждайтесь. Вероятно, это тоже какой-то склад химикатов был. Возможно, до аварии или, может быть, после, в первые года. Вот это какая-то гадость разлита здесь. Поэтому я не пошел дальше, чтобы не наступать, потому что мало ли что это такое. Вот. О, кстати, а бобер дельную мысль предложил, а ведь можно обойти. Что-то я не додумался сразу. А? Да, цвет жесть вообще. Бочки какие-то вот них, наверное, тоже что-то хранили такое. Ну, кстати, если вдруг кто-то знает достоверно, что это за вот две вот эти последние локации, что это было, буду рад, если вы поделитесь этим в комментариях. А вот так называемый мост смерти, о котором ходят легенды. Под мостом 300 микрорентген в час. А вдалеке виднеется Янов. Валера говорит, что на будке Зулуса, которая вторая камера. Сейчас я попробую максимально приблизить и увидеть. Ну, белая есть, да, но не факт, что это камера. Вот подойди, посмотри. Может, внизу?
А, вон слева, да, видишь? Да, белая херня. Да, возможно. Но она, судя по всему, смотрит на железо. Но не факт, что это еще не 100% что это камера, но что-то такое, да, вон есть. Ну да, не что-то беленькое есть, но то не камера, це точно. Не камера, да? А то ізолятор на столбі, да, стоїть, їх 3 одинакових. 3 изолятора, там столб треугольник. Да. Короче, не камера, да? Ну это белая хрень, может быть и камера. Короче, непонятно, да? Так, что, Яна отсюда снимаем, да? Чего? Вот это находка. Хорош. Сделали фоточку. Че в лесу только не найдешь в зоне. Так и да. Кстати, вот здесь на подходе к Янову тоже немножко накидывает. 500 микрорентген в час. Пытаемся побыстрее отсюда уйти, чтобы найти уже это чистое место, сделать привал и наконец-то закончить серию. Нашли в лесу какое-то здание. А ну, давай, выходи. Ага, понятно. В принципе, ничего особенного с этой стороны. Сейчас с другой зайдем. О, смотри, это щитовая. Интересно. Це АТС більше всього, щоб це типу, наверное, укрытельком. Ух ты, блядь, ёпарасоте. Вот это кирпичик отложился сейчас. Фу. АТС, ты думаешь? Похоже на АТС старый. Может быть, идем пройдемся еще. Все, Бобер в электронике лучше шарит. Он там нашел какое-то подтверждение, что это АТС. Ну, блин, який смысл АТС на экране делать, я тоже не понимаю. Ну, наверное, был какой-то смысл. Ну что, ребята, как вам бетонные заводики? Хорошее дело. Да, первая часть рейда удалась. Особенно мне понравилось дорогу перебегать. Там уже глаза часового видны. Такие вот. Ну а вы, дорогие зрители, напишите в комментариях, как вам
эти локации, понравилось ли смотреть такой эксклюзив, скажем так. Вот. Что думаете по поводу радиации, тоже можете, в принципе, написать, хотя вы и так напишите. В среднем вот мы там провели где-то час в общей сложности. Накидывала от 100 микрорентген до 1500, но в основном где-то держалась в районе 400, 300, где-то так. Вот. Мы сейчас передохнем, перекусим сникерсом, запьем крафтовым спиртиком и пойдем изучать локации в окрестностях Янова. В прошлом походе мы с Вадимом ходили на Янов, мы нашли много интересного, но мы посмотрели далеко не все. Здесь есть рынок Припятский, здесь есть хлебзавод, какие-то торговые склады. Вот. И на сам Янов тоже постараемся заглянуть и попробуем найти там что-то, чего мы не нашли в прошлый раз. В общем, вы знаете, палец вверх, комментарий. Увидимся в следующей серии. Но лучше тут сухое. Сухое мясо. Все? Сухое мясо. Карлина Риппер дает о себе знать, конечно, в спирте. Друзья,